Уверена, что нет ни одного человека, который хотя бы краем уха не слышал про кето-диету. Подруга, которая за 3 месяца влезла в старые джинсы, страстно убеждает вас попробовать. Популярный блогер обещает не только быстрый и легкий результат, но и избавление от инсулинорезистентности и прочие чудеса. А в комментариях у этого блогера 500 людей, сбросивших по 20-30 килограммов на кето-диете и значительно улучшивших свое самочувствие, гормональный фон, артериальное давление и отказавшихся от статинов. Быстро и без особых усилий стать стройной и здоровой, кто же откажется? Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 61, и я похудела на 10 килограммов. Сегодня я продолжаю серию о популярных диетах, начатую мной с видео об интервальном голодании. Я расскажу всю правду о кето-диете без преувеличений и замалчиваний, потому что я играю честно и беспристрастно. Основное количество диет умеренно или низкожировые. Жир очень калорийный и не всегда полезный. Но есть удивительная диета, при которой жир составляет в рационе 70-75%, а человек все равно худеет. Парадокс? Не действует закон сохранения энергии? Наше тело удивительно хорошо приспособлено к выживанию в любых условиях. Если мы не заморачиваемся со специальными диетами, то энергию мы в основном получаем из глюкозы, универсального топлива для клеток мозга и всего организма. А глюкоза образуется из углеводов, сложных и простых. Углеводы поступают, поджелудочная железа выбрасывает инсулин, инсулин открывает клетки как ключ-замок, глюкоза заходит внутрь и превращается в энергию. Мозгу инсулин не нужен, он умеет брать топливо из крови напрямую. Но что происходит, когда углеводов нет или почти нет, как в разных версиях кето-диеты? Сначала ваш организм использует запасы гликогена в печени и мышцах. Основной двигатель этого процесса – гормон гликагон, вырабатываемый поджелудочной железой. Но этот запас закончится быстро. 1-2 дня и склад опустел. Мозг посылает тревожный сигнал печени. Срочно нужно топливо. Нервные клетки мозга не могут ждать, но гликогена больше нет. Инсулин низкий, глюкагон высокий. Это запускает расщепление жировой ткани, которая хранится в нас в форме триглицеридов. Процесс называется липолиз. Триглицериды расщепляются на жирные кислоты и глицерин и транспортируются кровью в печень. Фабрика в печени очень клиентоориентирована. Она выпускает целый ассортимент продукции под каждого капризного клиента. Из окисленных свободных жировых кислот она производит кетоновые тела. Кетоны поступают в кровь, и клетки мозга и прочих тканей используют их в качестве топлива вместо глюкозы. Но есть исключение – это эритроциты. Кетоны им не подходят. Они не умеют их перерабатывать в энергию. Им по-прежнему нужна глюкоза. И печень специально для них эту глюкозу вырабатывает из аминокислот и глицерина. Да и мозг не будет сидеть на голодном кетоновом пайке. Кетоны удовлетворяют только где-то до 70% его потребностей. Так что умение печени вырабатывать глюкозу критично и для него. А алгоритмический мозг Ютуба хорошо умеет перерабатывать ваши лайки в показы, поэтому поставьте лайк. Итак, печень расщепляет жировые клетки и производит кетоны. Это и есть кетоз. Состояние, при котором мозг, сердце и мышцы переключаются с глюкозного питания на преимущественно кетоновое. А диета называется кетогенной. Кето-диета появилась вовсе не как инструмент похудения, а для снижения частоты эпилептических приступов у детей. В 1921 году доктор Рассел Уайлдер из клиники Мэйо в США разработал первую кетогенную диету, при которой жиры составляли примерно 90% рациона. Она работала при эпилепсии и хорошо работала. Потом появились противосудорожные препараты, и о диете почти забыли. Возрождение произошло в 90-х годах 20 века благодаря семье Абрахамс. Их сын Чарли страдал тяжелой формой эпилепсии. Лекарства помогали плохо, а кето-диета помогла. Семья основала фонд Charlie Foundation, который до сих пор финансирует исследования в этой области. Но медицинская и популярная кето-диета для похудения – это очень разные вещи. Медицинская версия применяется под строгим наблюдением врача и диетолога, точными расчетами, регулярными анализами крови и кетонов. Соотношение жир, белок, углеводы выверяется под конкретных пациентов.
То, чем самостоятельно пользуется огромное количество людей, это так называемая wellness кето. Обычно это 70-75% калорий жиров, около 20% из белка и 5-10% из углевода. То есть не более 20-50 граммов углеводов в день. Среди популярных вариантов wellness кето есть несколько течений. Стандартная кето – это та самая формула: 70-75% жиров, 20% белка, 5-10 углеводов, которую чаще всего описывают в литературе. Циклическое кето – это чередование 5-6 дней строгого кето плюс 1-2 дня углеводной загрузки. Целевая кето разрешает небольшое количество углеводов за час до и сразу после тренировки. Так называемая чистая кето делает акцент на качестве продуктов: некрахмалистые овощи, оливковое масло, авокадо, жирная рыба. Грязная кето соблюдает соотношение макронутриентов, но не заморачивается качеством: бекон, сыр, красное мясо. Есть авторские версии, совмещающие кето с интервальным голоданием, органическими продуктами и тому подобное. Кето с большим количеством насыщенных жиров я бы не рекомендовала никому. Небольшое исследование 2006 года, проведенное профессором Кэрол Джонсон в Университете Аризона, показало, что у участников на кето липидный профиль и воспалительные маркеры ухудшились. Участники отметили усталость, снижение энергичности и бодрости. Клинические испытания сравнивают в основном стандартные кето-диеты с контрольной группой, поэтому переносить научные данные на любую другую версию кето напрямую следует с осторожностью. Почему на кетозе теоретически люди должны худеть быстрее? При обычном ограничении калорий метаболический механизм не меняется. Инсулин выбрасывается в ответ на углеводы. Жиросжигание идет умеренно, вместе с глюкозным обменом. Чем выше инсулин, а он всегда повышается после еды, тем ниже доля жировых запасов в энергетическом обмене и выше доля глюкозы, поступившей с пищей. При кетозе жировые запасы идут в дело сразу. Плюс опустошение складок гликогенов в печени и мышцах дает быстрый отток воды и уменьшение отеков. Каждый грамм гликогена связывает 3-4 грамма воды. Так что несколько килограммов за счет воды вполне можно быстро потерять вместе с парой сантиметров в талии. Ряд краткосрочных исследований начала 2000-х годов действительно показали, что кето-диета дает более быструю потерю веса первые 3-6 месяцев по сравнению с низкожировыми диетами. Перекрестное исследование Джеффа Волика и соавторов 2004 года на базе Университета Коннектикута показало, что на кето 63% жиров, 28% белков и 10% углеводов. Участники-мужчины сбросили существенно больше килограммов жировой массы, чем на низкожировой диете. 22% жиров, 20% белка и 58% углеводов. У некоторых разница составила 4,5 килограмма. И это при том, что на кето они ели почти на 300 калорий больше, чем на низкожировой. Причем потеря жировой массы на кето происходила быстрее. У женщин, впрочем, разница была не столь драматична. Убедительно? Подождите. Вот тут и кроется главный подвох, на который часто закрывают глаза. Это исследование не было лабораторным, люди жили дома. А значит, исследователи не могли проверить, насколько честно они соблюдали диету, не путали ли порции и не начали ли они просто больше двигаться. К тому же группа на кето ела значительно больше белка – 30% против 20%. Так что утверждать, что сработало именно кето-чудо, а не банальная погрешность контроля или ТЭП белка, невозможно. Поэтому ученым пришлось пойти на радикальные меры и запереть испытуемых в лаборатории. Подписывайтесь на канал. Только здесь самые точные научные сведения о похудении и ЗОЖ самым простым и понятным языком от худеющего практика. В результате исследования 2016 года доктора Кевина Холла из Национального института здравоохранения США эти данные не подтвердило. Одни и те же участники сначала сидели на одной диете 50% углеводов, 35% жиров, а потом на другой 80% жиров, 5% углеводов. Количество белка было одинаковым, и калории строго отмерялись. 17 мужчин с лишним весом провели в лаборатории 8 недель. Исследование напрямую тестировало углеводно-инсулиновую модель ожирения, согласно которой снижение инсулина при кетозе должно резко ускорить мобилизацию и сжигание жира.
Не ускорила. Кето-диета привела к резкой потере веса в первые 2 недели. Анализ показал преимущественно за счет воды. Уровень инсулина на кето предсказуемо упал в 2 раза. Но это никак не ускорило потерю веса. А вот потеря жировой массы на кето даже незначительно замедлилась. К концу эксперимента результаты выровнялись. Вывод автора. Реальное уменьшение жировых отложений регулируется общим энергетическим балансом, то есть дефицитом калорий. Доктор Кевин Холл на этом не успокоился. И в 2017 году провел самый масштабный метаанализ, объединивший 32 исследования, в которых сравнивались различные по жесткости низкоуглеводные диеты со сбалансированными и даже высокоуглеводными рационами при одинаковом контролируемом количестве калорий и белка. И опять не увидел преимущества низкоуглеводных диет. Более того, обычная диета привела к незначительно большему расходу энергии и потере жировой массы. Чтобы меня не обвинили в пристрастности, я обязательно должна рассказать про Кокрейновский систематический обзор 2022 года. Цель – сравнить низкоуглеводные диеты, в том числе кето, с обычным дефицитом калорий у свободно живущих в местах своего обитания людей, то есть со всеми проблемами самоконтроля и возможными нарушениями рациона. 61 рандомизируемое контролируемое исследование, почти 7 тысяч человек, в том числе с диабетом 2 типа. Угадайте, что? Ни в краткосрочном периоде от 3 до 8,5 месяцев, ни в перспективе 1-2 года существенных преимуществ низкоуглеводных диет не обнаружено. Потери веса разница клинически несущественна. 1-2 килограмма максимум в пользу низкоуглеводной. Но и эта разница стирается к 1-2. Хотя краткосрочно на низкоуглеводной диете может понизиться сахар у диабетиков и триглицериды, повысится хороший холестерин, к сожалению, плохой, но эффект тоже недолговечен. Возврат метаболических маркеров может быть связан с ослаблением приверженности диете со временем, но это не точно. Вот так. Сторонники низкоуглеводных диет, в том числе исследователи Гарвардского университета Дэвид Людвиг и Кара Эбелинг, продолжают искать доказательства метаболических преимуществ кето. Их собственные РКИ-обзоры, а также перерасчеты чужих данных уверенно показывают снижение гликемии, особенно у людей с диабетом 2 типа. Это, пожалуй, самый убедительный плюс. А вот с похудением все исследования подтверждают предыдущие выводы. Как только людей помещают в лабораторию и строго выравнивают калории и белок, никакого кето-преимущества по потере лишних килограммов не обнаруживается. Небольшой выигрыш кето по весу всплывает только в реальной жизни, не в лаборатории. Скорее всего, дело не в самом кетозе, а в том, что на таком питании люди часто едят больше белка и лучше контролируют аппетит, что, кстати, может быть существенным преимуществом в повседневной жизни. К 1-2 даже эта скромная разница в 1 килограмм в основном исчезает. И кето становится не лучше и не хуже обычной сбалансированной диеты. Все эти исследования интересны еще и тем, что на большом количестве данных не прослеживается превалирование гормональных проблем над дефицитом калорий. Участники с диабетом 2 типа и инсулинорезистентностью также худели на обычных сбалансированных диетах. Инсулин не способен заблокировать жировые запасы на сколько-нибудь длительное время, если организму системно не хватает энергии. Поделитесь в комментариях, как вы относитесь к кето. Наше с вами исследование будет неполным без рисков и противопоказаний. Прежде всего, надо сказать, что исследований на женщинах в перименопаузе и менопаузе практически нет. Все исследования смешанные. Долгосрочных, дольше 2 лет, крупных и качественных исследований по безопасности кето тоже практически нет. А влияние на сердечно-сосудистые риски и смертность до сих пор толком не изучено. Но известно вот что. И по этим пунктам есть научный консенсус. Вам обязательно нужна консультация врача перед переходом на кето, если вы принимаете сахароснижающие препараты, если у вас диабет, тяжелой или средней тяжести болезнь почек, печени, панкреатит или гипотиреоз. Семейная история повышенного холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний тоже повод проконсультироваться с врачом. Но и если вы на кето столкнулись с повышенной усталостью, расстройством сна, выпадением волос или другими длительными неприятными симптомами, возможно, это не ваша история.
Здесь имеет смысл предупредить, что в первые 1-2 недели при переходе на кето вы можете столкнуться с так называемым кетогриппом, усталостью, головной болью, головокружением, снижением переносимости нагрузок, запорами. Это адаптация. Организм теряет воду и электролиты, натрий, магний, калий, и именно их дефицит вызывает большинство симптомов. У большинства людей это проходит. Но если симптомы сохраняются дольше и нарастают, это сигнал скрытого дефицита энергии и нутриентов. На кето при недостатке овощей, бобовых и цельных злаков также может снижаться поступление клетчатки, фолата, витамина С, магния, селена и ряда витаминов группы В. При грамотно составленном рационе и использовании добавок в основном этого можно избежать. Начинать кето имеет смысл с анализа крови, как минимум на холестерин, а также с обсуждения с врачом, особенно если есть хронические заболевания или вы принимаете какие-то лекарства. И качество меню на кето, сколько в нем калорий, овощей, белка и клетчатки, имеет не меньшее значение, чем сам факт ограничения углеводов. В общем, научные исследования показали, что кето дает быстрый сброс нескольких килограммов в основном за счет гликогена. Поэтому потеря в начале кето пары сантиметров в талии не равна потере жира. При высоком потреблении белка разницы в жировой и мышечной массе нет. Обычный дефицит калорий работает точно так же, как и дефицит калорий на кето. На дистанции год разницы практически нет. Так что вывод можно сделать такой. Если вам нужно очень быстро сбросить пару килограммов, чтобы влезть в любимые джинсы, вам не влом возиться со скрупулезным составлением рациона в избежание дефицита микронутриентов. И вы можете обойтись без большинства вкусных фруктов и ягод, кето – ваш выбор. Если вы хотите похудеть в долгую, то альтернатив много. И все зависит исключительно от ваших предпочтений, самочувствия и от того, какую диету вы можете без сверхусилий и срывов соблюдать годами. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну а я прощаюсь с вами до сентября. До свидания.